Всем привет! Это вторая часть по вязанию вот такого плюшевого котика. В первой части мы связали ножки, хвостик, туловище и ввязали ручки. Теперь дальше будем продолжать вязать голову. Ниточку мы не отрывали. Так, продолжаем вязать. У нас получается 25 ряд. Вяжем 18 прибавок. В каждую петлю предыдущего ряда по 2 столбика без накида. Так делаем 18 раз. Первая прибавка. Вторая. Третья. И точно так же еще 15 прибавочек вяжете самостоятельно. Довязали следующий 26 ряд. Мы вяжем 5 столбиков без накида прибавка и повторяем так 6 раз. В конце ряда у нас получится 42 столбика без накида. Так, вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку. Так провязываем еще 5 раз. Провязали следующий 27 ряд. Мы вяжем 4 столбика без накида. Провязываем первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида прибавка 2 раза. Первый раз вяжем 1 столбик без накида, второй столбик, прибавка. И второй раз вяжем 1 столбик без накида, второй столбик и прибавка. Далее провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем прибавка. Далее снова вяжем 2 столбика без накида прибавка 2 раза. Вяжем первый столбик, второй, прибавка. Снова вяжем первый столбик, второй и прибавка. И далее уже так, сколько у нас получилось прибавочек? Раз, два, три. Далее уже довязываем до конца ряда просто столбики без накида. Третий, четвертый, пятый, довязали до конца ряда. Следующий, начиная с 28 по 34 ряд, это у нас получается 7 рядов, мы вяжем по 48 столбиков без накида. И возвращаемся обратно к видео. 7 рядов по 48 столбиков. Провязали следующий ряд. 35 мы вяжем 6 столбиков без накида убавка и повторяем так 6 раз до конца ряда. Так, вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик убавка. И также провязываем еще 5 раз.
Следующий 36 и 37 ряд мы вяжем 42 столбика без накида. Получается без изменения 2 ряда. Так, довязали, наполнили деталь наполнителем. А я хорошо набила туловище и уплотнила шею, для того, чтобы голова не болталась. Вот ее. Так, теперь ставим безопасные глазки. Находим от начала головы ряд с прибавками, это будет первый. Отсчитываем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый ряд. И между девятым и десятым ставим глазки. Расстояние 5 столбиков без накида между глазками. Дальше вяжем 37 ряд, 5 столбиков без накида, убавка, 6 раз до конца ряда. Все, у нас уже идет голова на уменьшение, каждый ряд уже будем закрывать голову. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Итак, еще самостоятельно вяжем 5 раз. Следующий 38 ряд вяжем 4 столбика без накида, убавка, и также повторяем это до конца ряда. Так, в конце ряда у нас получается 30 столбиков. Первый я провязала, второй, третий, четвертый и вяжем убавочку. Так вяжем до конца ряда. Далее вяжем 39 ряд. 3 столбика без накида, убавка, и также 6 раз. В конце ряда у нас получается 24 столбика. Вяжем первый столбик, второй, третий и убавку. И еще 5 раз точно так же. 40 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, убавка. Также до конца ряда повторяем 6 раз. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Так, 2 я уже провязала, дальше вяжу убавку. Первый, второй и убавка. Деталь головы уже постепенно наполняйте, потому что нам осталось еще всего 2 рядочка. Следующий 41 ряд вяжем 1 столбик без накида, убавка. Повторяем так до конца ряда 6 раз. Так, вяжем первый столбик и убавку. И самостоятельно еще 5 раз вяжем точно так же. Провязали, остался один последний ряд, вяжем 6 убавок. На этом вязание головы заканчивается. Останется нам только стянуть отверстие и спрятать ниточки. Так, первую убавку я провязала. Вторая убавка. Третья убавка. Сейчас я добавлю еще наполнителя и довяжу уже до конца ряда. Довязала. Теперь делаю в следующую петлю соединительный столбик и ниточку вытягиваю. И обрезаем. Сейчас покажу, как я буду стягивать отверстие. Кстати, вот столько у меня осталось от мотка основного цвета. То есть на одного котика хватило меньше одного моточка. Для того, чтобы закрыть отверстие, я беру иглу длинную, с достаточно широким ушком, и ввожу с внутренней стороны за передние полупетельки и вывожу снаружи. Сразу ниточку подтягиваем, потому что если уже сделать все 6 полупетелек и потом подтянуть, оно не закроется. Так, петельку за петелькой получается у нас должно 6 раз. Будет у нас симпатично смотреться закрытое отверстие.
Так, 5 и последняя 6. Вот так это выглядит. Все, ниточку выводим в другом месте. Теперь я ее провожу между столбиками, прям обхватывая столбик изнутри и вытягиваю. Так она будет надежно закреплена и уже не вылезет. Теперь можно сделать точно так же, просто захватить один столбик здесь и снова пройтись между столбиками. Все, ниточку закрепили. Теперь я вывожу ее на другой стороне головы и обрезаю. Все, основная деталь котика готова. Теперь мы свяжем с вами ушки и будем уже оформлять игрушку. Вяжем ушки. Для этого берем пряжу дополнительного цвета. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в него 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и 5. Кольцо стягиваем. Дальше вяжем 5 прибавок. У нас будет второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. И 5. Так, я поставлю маркер. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик без накида прибавка. Так, повторяем до конца ряда. Выйдет у нас 5 раз. Так, первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка. Дальше вяжите самостоятельно. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И также 5 раз до конца ряда. Первый столбик, второй столбик, прибавка. Первый столбик, второй, прибавка. И довязываем ряд до конца. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Также 5 раз до конца ряда. Так, первый, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка. Довязываем ряд до конца. Довязали, дальше мы складываем деталь пополам и провязываем за обе стеночки. В общем, у нас должно получиться 12 столбиков. Так, провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, так, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, так, 11 и 12 столбик.
Все, ниточку закрепляем и вытягиваем. Я буду пришивать этой же самой ниткой, поэтому отрезаю подлиннее. Все, ниточку вытянули. Ушко готово. Теперь будем пришивать ушки. Я уже себе наметила места, где мы это будем делать. Смотрите, отсчитываем снизу, начиная от ряда с прибавками. Это первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим булавочку. От глаза я также отсчитываю 8 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. То же самое делаю с этой стороны. 8 столбиков до глазика и 8 столбиков, 8 рядов до прибавок, включая вот этот ряд с прибавками. Теперь наверх я поднимаюсь на 9 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Также с этой стороны. В этих местах я буду пришивать ушки. Для этого опять беру иголочку с большим ушком. Записалось мое видео, как я пришивала ушко, поэтому повторю вам на примере второго. Так, я пришиваю ушки полукругом за обе, захватываю обе стеночки петли. Получается, сначала до середины ушка я иду вот так вот под таким наклоном, а потом уже обратно вот так, чтобы ушки были изогнутые и красивые. И так захватываю столбики. По такому же принципу я пришивала первое ушко, то есть одинаково, чтобы были симметричные. Так, я думаю, этого будет достаточно, уже можно разворачиваться и идти к первой отметочке верхней. Так, останется нам с вами совсем ничего, сделать очень мало. Надо будет сделать нам утяжки на мордочке, вышить бровки, реснички, приклеить носик и вышить коготки на ручках и на ножках. Это, конечно, все по желанию. Коготки можете и не делать, но мне с ними нравится больше. Он так больше становится похож на котика. Все, дошила я почти ушко. Последние петельки уже буду прятать их. Так, нет, сейчас еще одну. Ну все, ниточку вывожу на другую сторону. И также ее прячу, как в случае с тем, когда мы закрывали отверстие на голове. Ну вот так, два ушка наши готовы. Сейчас приступим к утяжке мордочки. Показываю, как я вышиваю коготочки. Они могут состоять из трех. Вот на этой ножке у меня было из трех, но мне кажется симпатичнее, когда состоит из двух. Так, показываю. Вывожу иголочку я подальше, ввожу и вывожу на том месте, где у меня будут коготочки. Так, оставляю кончик нити, мы его потом будем связывать и прятать. Так, здесь раз, два, три, раз, два, три, и вывожу, получается, захватываю 3 столбика и подтягиваю ниточку. Так, здесь также ввожу вот сюда и вывожу в начале первого коготочка и опять подтягиваю ниточку. И еще раз повторяю, чтобы было более они были отчетливые.
хорошо подтягиваю. Потому что если на один раз сделать, то их будет толком не видно. Теперь я вывожу иголочку в то место, где оставляла ниточку. Будем сейчас ее прятать. Вот так вот это получилось. Ниточку связываю. Вот я сейчас не обратила внимания вообще, попал у меня этот момент на камеру или нет, когда я вышивала коготки. Ну, я сейчас покажу то же самое на ручках. Вдруг я ушла из кадра и не заметила. Сейчас покажу на ручках еще раз, как я это делаю. Там то же самое абсолютно. Так, также беру ту же самую ниточку. Так, делаем коготочки на ручке. Также вводим иголочку чуть подальше, оставляем ниточку и выводим. Так, теперь обхватываем лапку, вводим иголочку. 2 ряда остается у нас цветной вот этой пряжи. Так, все, теперь с обратной стороны ввожу также неподалеку и вывожу на первом коготочке, подтягиваю. Теперь также. Так, а вот на ручке, я думаю, можно даже сделать еще третий, попробовать коготок. Сейчас затянем вот этот второй и попробуем сделать третий. Так, сейчас я попробую сделать и вернусь к вам. Нет, все-таки оставила я их 2. Просто первый чуть-чуть расположила пониже. Теперь ниточку завязываю на узелочек и прячу в ручку. Обрезаю. Все, коготочки готовы. Теперь давайте сделаем утяжку мордочки. Мордочку я утягиваю ниточкой Yarnart Jeans. Она у меня вот такая светленькая, в 2 сложения. Ввожу иголочку там, где у нас был первый ряд с прибавками. Вот этот ряд я не считаю, а вот над ним я ввожу иголочку. И вывожу ее под первым глазом. С вот этой стороны. Ниточку снизу оставляю. Теперь ввожу иголочку с другой стороны глаза и вывожу обратно в первоначальную точку, где мы оставляли ниточку. Теперь отступаю 1 столбик, ввожу опять иглу, вывожу возле следующего глаза. Так, ввожу с другой стороны и вывожу на точку, которая вот была предпоследняя, снизу. Все, теперь ниточку подтягиваем хорошо. И можно еще раз пройтись. Так, заново. Так же, как делали до этого. Просто то же самое делаем второй раз, чтобы она была более плотная. Так, отступаем 1 столбик и выводим на следующем глазе. Все, теперь хорошо заново подтягиваем. Вот такой у нас получается котенок. Так, ниточку хорошо подтянули, завязали. Теперь вот та ниточка, которая у нас еще с иглой, мы ею
Так, вот этот ряд у нас, который на уровне с глазками, вот сюда вводим ниточку, ой, иголочку и выводим снизу. Там же, где и первоначально начинали делать утяжку. Так, и стягиваем мордочку. Все, теперь снова ниточки завязываем на узелочек и теперь уже прячем. Такие щечки получились. Так, вывожу уже с другой стороны иголочку. И там буду также, как и всегда, вводить иголочку между столбиками и прятать ниточку. Так, все, вторую закреплю точно так же. Так, дальше я разметила булавками места, где у меня располагаются бровки и усики. Бровки, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 рядочков от глаза, а в эту сторону получается 2 рядочка. Ну, то же самое со второй бровью. А усики вот, я думаю, вам наглядно все видно. Получается, между одним усиком у меня один рядочек, 2 на одном практически уровне, верхний и нижний, а посередине чуть длиннее 2. Так, ввожу иголочку, как всегда, подальше немножко и начинаю оформлять личико. Так, здесь оставляю ниточку, потом я ее связываю и прячу кончики в голову. Все, булавочки можно убирать уже. Так, первый усик вышел. Второй. И третий. Кстати, в этот раз я использую ниточку в 2 сложения, а в прошлый раз я делала в 1 сложение. Он у меня вот такой вот. А сейчас я вот хочу по... Или нет, наверное, все-таки в 1 сложение сейчас сделаю. Вот я переделала на одну ниточку, и, по-моему, смотрится намного нежнее. Так что оставлю одну. Буду уже так доделывать. Но бровки и реснички я делаю с 2 ниточек, с двойной. Ой. Так. Все, последний усик. Теперь я возвращаюсь обратно на то место, где оставила одну ниточку свою. Так, вывела я их чуть повыше, получается вот один ряд на уровне с глазом. Теперь глаз я просто обхватываю черной ниточкой. Также делаю второй. Сейчас выведу иголочку, покажу, как это получается. Вот глаз я обхватываю и подтягиваю ниточку чуть потуже, чтобы она прям ушла вот в этой верхней части под глаз. И уже потом не вылазила. И точно так же второй глазик обхватываю, вывожу иголочку внизу. Ниточку подтягиваю. Вот так. Такое оформление у котика.
Все, теперь здесь завязываю ниточку на узелочек. Обязательно нужно оставить нитку и вывести в конце вот сюда в то же самое отверстие. Потому что сейчас мы завяжем узелок, спрячем голову, и не будет видно ни узелка, ни ниточек. Это если в одно и то же отверстие все сделать. Все. Так, мордочка готова. Сейчас мы с вами приклеим носик, и вид игрушки поменяется прям сразу, как только у него появится носик. Так, носик клею на вот такой вот клей, гель Момент прозрачный. Он очень крепко держит. Так, сам носик я вам еще не показывала, по-моему, только рассказала его размеры. Да, я использую вот такой вот носик. Он сзади ровненький. Просто вот так прикладываю и держу некоторое время вместе с клеем. Все, мои котики готовы. Кстати, вот мое мнение, что вот с такого коричневого все-таки котик получился намного выразительнее и интереснее. А этот немножко такой теряется на его фоне. Ну, вот такие вот получились у меня котята. Надеюсь, вам они понравились, вам было легко и приятно вязать. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, я вам отвечу. Или пишите мне в Инстаграм, в Директ. Я тоже там всегда вам отвечу. Спасибо за просмотр, особенно тем, кто вязал вместе со мной. Мне очень приятно, что вы выбираете мои мастер-классы и вяжете по ним. Уже столько у меня накопилось фотографий, где вы меня отмечаете. Это очень-очень приятно. Спасибо вам большое. Всем всего доброго, пока и до новых встреч!